Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кому вы не даете покоя? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И сейчас, пока я буду тасовать карты, напишите пока в комментариях, есть ли у вас дома четвероногий друг. Может быть, даже не один, да, котики, собачки, еще какая-то живность. Может, у кого-то, я не знаю, сейчас модно заводить и змеи, и игуаны, там разные такие экзотические животные. Напишите, какие друзья четвероногие у вас есть. Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Смотрите, у вас такое вот состояние, ну, я обычно называю в шутку, это состояние нестояния. Хотя на самом деле здесь речь абсолютно не о шутке идет. Я имею в виду в том плане, что вот какое-то, знаете, упадническое абсолютно настроение. Причем это может быть связано и как с личной жизнью, так и с работой. Вообще могут быть нелады. Смотрите, может проигрываться. У кого-то реально проблемы именно вот по работе идут, которые, ну, вселяют в вас тревогу. Это может быть работа на грани, допустим, закрытия, банкротства. Это может быть урезание зарплаты. Это может быть сокращение вакансий каких-то вашей должности. Могут такие проигрываться. Далее могут также быть переживания по поводу личной жизни. И, скорее всего, как раз по поводу личной жизни, я думаю, у большинства из вас это и проигрывается, потому что любимой женщины рядом нет, что вселяет очень большую такую, знаете, ну не то чтобы, ну не панику, нет, абсолютно не панику, но неуверенность в будущем, да, вы не чувствуете нужности, вы не чувствуете уверенности в том, что у вас вообще когда-нибудь появится эта женщина. Да, вам бы хотелось, вы мечтаете, вы надеетесь, но вот уверенности нет, потому что, ну как-то вот все больше не получается устроить личную жизнь. Либо женщины не те попадаются, либо же просто не нравятся те, которые хотят с вами, так сказать, зароманить. Ну, то есть в личной жизни вот именно трэш полный. А для вас это очень и очень важно. Плюс еще, знаете, вот такое ощущение, что вы либо же вот недавно получили, либо в ожидании вот какого-то очень важного для вас известия, вот очень важного. Смотрите, вы сейчас вот стали вот после того, после того, что произошло в вашей жизни, а я смотрю, у вас, скорее всего, проигрывается это какие-то вот проблемы именно с женщиной, женщиной из прошлого, женщина, которую вы хотите забыть как кошмарный сон. Именно вот после этих событий вы стали вот похожи, знаете, вот как будто на вот, ну, колючка, да, вот я называю обычно, вот люди-колючки, которые очень так осторожно относятся, очень недоверчивы к окружающим становятся, особенно к женщинам. Плюс еще, вот знаете, вот складывается впечатление, что вы как будто вот ходите, ну, в своеобразной маске. Вот на людях вы как будто маску, ну, какой-то радости, благополучия одеваете, да, вот. Напускная маска, да. Когда в душе кошки скребут, когда душа болит, а сердце плачет, а на людях вы особо этого не показываете. Но вы привыкли все сами в себе переживать. Вы такой человек, который не будет выпячивать, когда вам больно, плохо, и тем более, когда вам одиноко. А вам реально сейчас вот очень-очень одиноко. Еще может, кстати, проигрываться, у кого есть дети, очень сильная тоска за детьми. Это может быть, либо же вы их редко видите, либо же женщина вообще не дает вам их видеть. Ну, то есть могут также быть еще такие редкие встречи, которые вас не устраивают. Хотелось бы чаще, дольше видеть детей. Ну, то есть грусть, печаль еще и за детьми может проигрываться. Напишите в комментариях, есть ли такой момент или нет. Теперь смотрите, какая женщина у нас пришла на расклад, которая, ну, как бы очень сильно заинтересована вами.
Я вам скажу, вы с этой женщиной знакомы, вы с ней общаетесь. Могут быть общения и как в жизни, вот в реальности, так и по интернету. У каждого будет по-своему проигрываться, потому что это общий расклад, мы помним и не забываем. Смотрите, вы к этой женщине как-то очень так осторожно относитесь, но вы как вот любовную партнершу, ну вы точно ее не рассматриваете. Да, вы общаетесь, это может быть какое-то дружеское, приятельское общение. Еще раз повторяю, это может быть где угодно, да, общий расклад проигрывается у всех по-разному. То есть это может быть и соседка, это может быть какая-то знакомая, это может быть даже, там, ну я не знаю, жена приятеля, коллега, кто угодно. То есть вы общаетесь, ну вот как просто со знакомой какой-то там, даже приятельские могут быть отношения, но вот именно как партнершу вы ее не рассматриваете. Плюс еще, знаете, вот этот страх в вас, который сидит, страх, что вами будут манипулировать. Он, конечно же, родом из прошлого. Вы поэтому еще очень осторожно относитесь к женщинам. Вот если раньше как-то вы были помягче, полояльнее, что ли, к людям, то сейчас вы очень жестко мониторите вообще вот женщину. Ну, допустим, вот знакомитесь вы с женщиной, вы начинаете четко, ну, знаете, вот, ну, чуть ли не сканировать ее, очень сильно присматриваетесь к чертам характера, к ее каким-то поступкам, да, ну, то есть для вас это теперь очень-очень важно. Вы просто боитесь, чтобы снова, ну, не получить ту же ситуацию, которая у вас закончилась с вашей прежней женщиной. Поэтому вот эту, которая с вами, в общем, общается, как ни в чем не бывало, чисто приятельски, вот вы точно не рассматриваете для отношений. Но вот она как раз, она совершенно по-другому к вам относится. Давайте-ка сейчас немножечко попробуем описать, что это за женщина. Может быть, вы узнаете кого-то из своих знакомых. Она, знаете, она одинокая, она очень уверенная в себе, она очень любопытная. Она любит совать свой нос куда надо и куда не надо. Это может быть, знаете, вот у меня почему-то такая ассоциация идет, когда вот соседки, которые особенно вот, ну, бабушки, не бабушки, мы сейчас не о бабушке, конечно, говорим, но вот бабушки, которые суют свой нос, да, вот кто куда ушел, пришел, все вот эти клички, которые они дают, не буду называть, да, вот женщинам, мужчинам. То есть вот она из этого разряда, но это не бабушка, не переживайте. Очень любопытная, очень любит такая вот, знаете, держать все под контролем. Она очень уверенная в себе. Она может даже вам вот этих ваших таких легких вроде бы разговорах при общении может давать постоянно какие-то указания. Она может вас поучать, она может постоянно советовать что-то, да. Причем это может быть даже до раздражения вашего доходить, что ну елки-палки, ну это моя жизнь, да, ну чего ты лезешь? Ну вот как-то вот из этой серии. То есть женщина, которая, знаете, вот она как паучиха, она свою паутину распускает, она все должна контролировать, она всем должна командовать, всем управлять. Вы ей понравились. Чем вы ей понравились? Давайте уточним. Вот чем вы понравились? Вот своей какой-то уверенностью, своей сдержанностью, своим, знаете, вот я называю это настоящий такой вот мужской стержень, который женщины всегда чувствуют. Не о тех стержнях вы сейчас подумали, да? Тот стержень тоже хорошо, конечно, но важнее все-таки надежное мужское плечо. Когда, вот я уже не раз рассказывала в своих видео, что любая женщина всегда чувствует, вот просто интуитивно и энергетически, чувствует вот эту мужскую силу и надежность. Для женщин также очень важно иметь надежность, которая исходит от мужчины. Уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что от этого мужчины можно рожать детей и быть защищенной. Это, в принципе, мужская функция, да, добытчика, защитника, но это как бы природа, это не я придумала, и от этого никуда не денешься. Поэтому вот она просто интуитивно почувствовала, вот какой вы, что вы такой сильный и надежный. А поскольку у нее рядом нет такого вот надежного плеча,
Она, ну, сделала ставку на вас. Вот она реально постоянно думает о вас, она мечтает о вас, да, она думает, как же вас можно, ну, захомутать, захватить вас, да, вот. Ну, опять же, вот я смотрю, тоже ситуация повторяется вот периодически в раскладах, да, когда женщины, которые вами интересуются, они тоже побаиваются сделать первый шаг. Напишите в комментариях, важен для вас женский первый шаг или нет, или вы сами все сделаете, если женщина вам понравится. Смотрите, по внешности еще. Она такая, ну, среднего возраста, где-то так, 35-45. Женщина, которая, в общем-то, мастерица. Она много чего умеет, много чего знает, но такая вот, знаете, у нее внешность, ну, горделивая. Вот я таких королевы называю. Вот она не идет, а как уточка плывет просто. Вот вся из себя такая. Таких женщин реально побаиваются мужчины, потому что, ну, просто включаются все вот эти мужские страхи и комплексы, вот не потяну, а вдруг не получится и так далее. Но, в принципе, у вас с ней такого страха нет, потому что вы, в общем-то, знакомы с ней, как я говорила, вы периодически общаетесь, поэтому такого страха нет. Просто вот сама по себе внешность у нее такая вот но не предполагающая к легкому знакомству. Побаиваются ее мужчины. Проигрывается, скорее всего, это брюнетка. Брюнетка светлоглазая, среднего телосложения, ну такая очень уверенная в себе. Плюс еще не исключено, что она либо же владеет магией, либо же ходит к каким-то вот дамам, которые этим занимаются. Но пусть это вас не пугает, я вам скажу по секрету, очень многие женщины хоть раз в жизни пытались, да, начиная от карт Таро, да, вот что-то там предсказывать, хоть это и не считается, это не магия, Таро это всего лишь инструмент передачи информации. Некоторые пробуют даже вот из интернета какие-то заговоры, какие-то ритуалы, да, это все не получается, это все идет наперекосяк, потом непонятно какие последствия. Ну, то есть она тоже любительница такого, вот начудить что-то, да, попробовать. Я не говорю, что она такая злюка, прям нет. Давайте-ка теперь посмотрим, что же она все-таки вот будет как-то проявляться более активно к вам, или же так это все и останется на дружеском этапе. Вот пока она нет, вот в ближайшее время она не будет проявляться. Но опять же, она будет все равно, вот когда вы будете с ней пересекаться, вот даже при вот этих вот ваших небольших общениях, да, при разговорах, она все равно пытается как-то вами манипулировать. Это может абсолютно по-разному проигрываться, даже в разговоре. Она может что-то предлагать, и ту же помощь какую-то, и прийти к ней домой помочь, и что-то сделать. Ну, вот эти все женские уловки, которые вы все прекрасно знаете. То есть такие маленькие манипуляции она будет применять. Причем, скорее всего, вот я так думаю, что она, да, скажет, что нужно что-то ей либо помочь, либо отремонтировать. Вот однозначно, вот бытовая техника, может быть, поломается, ну, что-то из этого. Потом, смотрите, вот она не будет торопить события. Почему она не будет торопить события? Боится разочарования, она боится, что ничего не получится, она очень не хочет, чтобы вы вообще перестали общаться из-за ее инициативы. То есть она сейчас перед дилеммой стоит, что делать, да, и продолжить с вами общаться, и как-то продолжить с вами сближаться, потому что, ну, реально человек очень сильно на вас запал. Очень ей хочется вас заполучить. Поэтому вот она думает, вот какой козырь ей вытащить из рукава, чтобы вот реально, так знаете, вот в десяточку попасть и реально вас захватить. Но это очень по-умному. Поэтому она очень продумывает. Видите, она хочет реально семью, вот ребенка, да, то есть она нацелена на вас очень по-серьезному. Это не какой-то роман она хочет. Вот именно у человека серьезные отношения. Но опять же, я так смотрю, что по характеру, конечно, она не очень простая дама. Вот она мне напоминает женщин, которые, знаете, вот взглядом не подходи, убью. Вот какая-то такая она.
Хотя вот на самом деле, знаете, вот я смотрю дальше по раскладу, она на самом деле в душе, она совершенно другая. Да, она с виду неприступная, но в душе она простая. Вот это ее уверенность в себе, это все напускное. Это напускное, я не буду копаться в этом, от чего это у нее идет, может быть, даже из детства, потому что многие наши проблемы, страхи и комплексы родом из детства. Все эти события, которые переходят в подсознание и нами потом управляют. Поэтому она в душе, она совершенно другая, она очень простая. И вот те люди, которые, ну, как бы сближаются с ней, да, которые входят в ее такой самый близкий круг, ее близкие, там, друзья, приятели, они знают ее настоящей, вот эту женщину. Они знают, что она на самом деле очень такой добрый, милый, лояльный человек, но она вынуждена быть такой неприступной королевой. Ее жизнь заставила такой быть. Но сейчас не об этом. Давайте все-таки напоследок уточним, будет ли у вас с ней роман или же вообще ничего не будет, да, вот какой-то период она будет выжидать. Будет ли у вас что-то с ней, либо же нет. Вот роман может быть 100%, любовный роман может быть. То есть, смотрите, со временем, вот вы, да, вы общаетесь, так как просто друзья, знакомые, но, в принципе, у вас есть вероятность, вот да, у нас и по дьяволу, есть вероятность, что вы можете зароманить. Но зароманить даже причем, я вам скажу, с вашей инициативы. Вот со временем как-то вы ее поближе рассмотрите. Это пройдет некоторое время. У каждого это будет по-разному проигрываться. Через какое-то время вы сами не заинтересуетесь. У вас начнется такой вот небольшой любовный роман, да, вот как говорят, ну не то чтобы там после рюмки чая закрутилась, да, ну что-то из этого рода, да, вот такой дружеский интим, как я называю, да, и смех, и грех. Дружеский интим, и так оно понесется постепенно, как-то вот два одиночества встретились, замутили, да, и ничего не предвещало беды, как говорится, и это может реально перейти в серьезный роман. Но опять же, это будет зависеть от вас, потому что запала она на вас давно, а уже будете ли вы с ней романить дальше, это уже будет зависеть от вас. У вас может быть и семья, у вас могут быть и дети с ней, но опять же, это будет зависеть исключительно от вас. Поэтому вот такой был расклад, ребята. Вот такая у вас тайная поклонница есть, которая сохнет по вам давно. И будет в конце концов зависеть много чего от вас, насколько вот вы будете вместе или нет. Но она вам понравится. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!